Намаскарам. Намаскарам. 21 июня, летнее солнцестояние, супер мощный поток энергии, который дает нам светило, который дает та основная божественная сила, которая в принципе дает нам возможность здесь жить. Ибо же если не будет солнца, абсолютно все мы погибнем. Поэтому, когда у солнца максимальная есть ее точка, а ее происходит 2 раза в году, когда оно есть, солнцестояние называется летнее, солнцестояние зимнее. Сейчас у нас с вами мы на пороге у самого большого пика этой энергии. И примечательно с астрологической точки зрения то, что каждый год это происходит в одном и том же созвездии, это Близнецы. И это созвездие, оно по своей природе двойственное. Это означает, что здесь Творец даже заложил, даже здесь нам возможность выбора, как ты хочешь провести вот этот промежуток времени, который начинается с июня месяца и до следующего в декабре, когда будет зимнее солнцестояние. Ты можешь это сделать так, как ты посчитаешь нужным, но у нас в клубе мы предлагаем идти по стопам наших учителей, по стопам наших предков, использовать ведические знания, в которых совершенно конкретно расписано, что необходимо делать на каждое из таких событий. И сейчас оно очень значимое. Например, в 2025 году в одном знаке соединится Солнце, Меркурий и Юпитер. Это 3 благостные планеты. И все это вместе дает очень-очень много. Потому что одна из обозначений в той накшатре, в которой Солнце будет находиться, это Мригашира. Мригашира, одно из ее значений на санскрите описывается, что это сосуд, в котором есть сома. Сома – это божественный нектар, который, когда его пьют полубоги, они получают внутреннее наслаждение. Нектар радости происходит, внутри наполнения. Именно поэтому летом мы себя чувствуем так комфортно, вальяжно, расслабленно и всегда хотим взять отпуск летом. В других годах, например, в 26 году Юпитер не будет в Близнецах, но там будет совершенно другая комбинация. И так каждый год. Но суть остается в одном, что 21 числа, ну он там смещается на сутки вперед, сутки назад, но в пределах 20-х чисел происходит летнее солнцестояние, которое нам дается как знак в пространстве о том, что пришло время стяжать огромную силу Творца. Он дает тебе эту силу. Как отец приходит, например, и говорит: даю тебе $1 миллион на твои затеи. И вот как ты этот миллион будешь использовать, зависит от каждого из нас. Таких событий в году их несколько. Наше сознание работает как волны. Идет пик определенный действий и работы сознания, после этого идет спад, потом опять новая волна возникает. И это все сопряжено с временем, это все сопряжено с сезонами, и это все сопряжено с планетами. И вот у нас есть 4 таких значимых и самых важных пиковых периода в течение года. Это 2 солнцестояния и 2 равноденствия. Если вы не живете по осознанию того, что есть определенные опорные точки, через которые движется время внутри нашего сознания, тогда вы просто плывете по течению. В Ведах четко сказано, есть 4 опорные точки, и вот мы сейчас стоим на одной из них. Солнце дает нам энергию. Энергия – это информация. И наша с вами задача настроиться таким образом, чтобы эта информация, она не прошла мимо. Для того, чтобы мы направили работу этой информации через свое сознание именно в том русле, в котором нам нужно. Если мы этого не будем делать, если мы не будем включать определенную осознанность, внутреннюю силу, тогда мы будем просто действовать в соответствии с кармически обусловленными течениями в нашем периоде жизни. Сейчас ты очень важную вещь сказала о том, что действительно кармически все мы обусловлены. И я читал в текстах о том, что там до 60% мы обусловлены результатами своих предшествующих действий, рнану-бандхами, что есть частью кармы и так далее. Но когда приходит вот такой промежуток времени, у нас появляется шанс, ибо же Мригашира, это накшатра, в которой Солнце каждый год, вне зависимости какой это год, она также еще обозначает максимальную шакти, женскую энергию. Мудрецы писали о том, что максимальная шакти, женская энергия, может проявиться в потенциале. Несмотря на то, что сильная янская энергия
есть потенциал огромной женской энергии. Ведь как все работает в пространстве? Есть Солнце, которое дает свет, и дальше все уже отражают этот свет, либо же как-то его обрабатывают. И вот сейчас, через набор определенных практик, которые мы дадим на нашем канале, мы можем правильно стяжать эту энергию и запустить ее в нашу систему, создав верное намерение, получить необходимую коррекцию той обусловленности, которая у нас есть по карме. Итак, в день солнцестояния у нас проявляется максимально сильная янская энергия. И нам с вами нужно упаковать ее в определенные смыслы для того, чтобы дальше нам было двигаться легче, и мы делали это более осознанно. Летом хочется расслабиться, покайфовать, уехать в отпуск, вечерами больше расслабляться, потому что они такие приятные, теплые, особенно у нас в северном полушарии. Но очень важно в течение этого лета именно распределить или определить свои направления развития на ближайшие полгода до следующего солнцестояния в 4 областях, для того, чтобы не слить эту энергию, для того, чтобы преобразовать ее с пользой для себя. 4 сферы, через которые мы пропускаем и формируем свои намерения на следующий период. Это здоровье обязательно, потому что летом у нас есть возможность подправить свое здоровье. Очень много фруктов, очень много овощей, все полно витаминами, и мы свой организм можем насытить всем этим. Далее это социальная сфера, как мы будем проявлять себя в общении и взаимодействии с другими людьми. Обязательно интеллектуальная. Знаете, как в школе. Обязательно давали какой-то перечень книжек, которые ты должен был прочитать в течение лета. То есть не просто так слить свое время, потому что тебе в школу не надо ходить, именно на речке, да. А именно направить на интеллектуальное обогащение себя. И 4-я сфера, конечно же, это духовное. Это то, что придает смысл всему тому, куда мы с вами движемся. И вот здесь я хочу немножечко добавить, чтобы четко стало понятно. Мы очень боимся, когда нам дают свободу. Мы так хотим этой свободы, но когда нам дают эту свободу, мы не знаем, что с ней дальше делать. И тогда у нас начинается слив, максимальный слив. Вот лето – это свобода, потому что зимой же ты не пойдешь в какое-то дальнее путешествие или там на велике на речку ты не поедешь, потому что у тебя есть ограничения. Именно через потоки времени, через сезональность мы видим, что необходимо делать так, чтобы не перечить тому общему потоку, который идет из Вселенной. И летом, вот представьте, что такое дали вам дополнительную свободу? Это выключили свет, пропал интернет, все отключилось, телефон не работает, у вас света нет, вы вечером, у вас появилась свобода. Что делать? Вот оно и есть, непонятно, что делать. Хочется свободы, а непонятно, что с ним делать. Поэтому летом мы начинаем тратить это время на шашлыки, на расслабуху и прочие дела. А мы через ритуал вот это 21-го предлагаем заложить правильное намерение по этим 4 сферам, чтобы не слить энергию. Ибо же когда пройдет зимнее солнцестояние, придет тяжелый период в северном полушарии, нужно будет пользоваться тем, что ты заготовил. Нам необходимо заготовить вот ту консервацию, условно энергетическую, послать посыл, чтобы пользоваться, распаковывать ее в более суровое время, когда приходит осень, слякоть, зима и так далее. Там будут свои ритуалы, но сейчас, если мы не сделаем заготовку, а заготовка это намерение, целеполагание, вот об этом мы сегодня хотим вам глубоко дать информацию. Итак, что такое упаковать энергию, сильнейшую энергию солнцестояния в нужные для тебя смыслы? Мы предлагаем это сделать через 4 последовательных действия, которые совокупно составляют определенный ритуал на солнцестояние. Начать, конечно же, всегда необходимо с определенного запроса, точнее не запроса, а с благодарности к высшей силе. Для этого мы будем использовать тантрический ритуал, который дает возможность через мантру, специально несколько мантр, через дыхание, через умонастроение создать внутри в своей системы полностью сбалансированный инструмент, с которым дальше можно настроить и сыграть по нотам то, что ты себе задумал. То есть первое это будет ритуал.
После ритуала мы прорабатываем тело через специальную практику, которая в йоге называется инь-йога. Это практика, которая дает возможность расслабить те зоны, в которых энергия плохо движется. Ибо же нам нужно, чтобы все тело, вся наша система подготовилась. Потому что мы не можем действовать, например, отключив там правое колено, правую ногу, понимаете, да? То есть нам нужно, чтобы все работало. И фактически инь-йога — это есть компенсация той янской энергии, которая прямо ключом начинает бить, начиная с солнцестояния. И мы это делаем через инь-йогу. Мы ее немножечко балансируем и успокаиваем, уравновешиваем с иньской энергией. Далее, как Роман начал, мы подготовили уже полностью внутренние энергии, сонастроили все наши тела с этой энергией для того, чтобы заложить, сформулировать сначала, а потом заложить в подсознание наши намерения. У нас есть 4 сферы, через которые мы можем действовать, как я уже сказала: социальная, духовная, интеллектуальная и здоровье. Через эти 4 сферы вы выбираете то, на чем вы хотите сделать сейчас самый важный для себя акцент, формулируете ваши намерения, его еще называют санкальпа. Я расскажу, как именно это нужно сделать и на что обратить внимание. Потому что санкальпа — это не просто «я хочу, чтобы у меня там была машина» или «я хочу, чтобы у меня была хорошая работа». Это не санкальпа, это вообще не об этом. Санкальпа — совершенно других вещах, которые меняют тебя внутри и тебя настраивают на достижение нужной тебе цели, а не кого-то, чтобы он тебе эту цель принес. Но об этом я рассказываю чуть дальше. И после этого мы это намерение, правильно сформулированное, закладываем в свое подсознание. Делаем мы это через глубокие этапы расслабления поэтапного нашего тела. Закладываем в подсознание, и после этого мы благополучно завершаем наши ритуалы, двигаемся дальше, уже наполненные, и что самое главное, со смыслом, со сознанием. Осознанное, да. То есть это вот завершающая йога-нидра, это очень скрытый и мощный инструмент, к которому нужно серьезно отнестись. Ребят, хотим подвести итог, чтобы было понятно, о чем вообще этот спич, этот рассказ, который мы сейчас вам про 21 число. Он о том, что есть пики времени, которые показаны с помощью Солнца и Луны. Сейчас солнцестояние означает, что мощнейшая сила идет, которую нужно правильно взять и, не распыляясь ее, упаковать в необходимые смыслы для себя. Есть совершенно конкретная техника, которую мы вам дадим. И хочу из природы даже привести вам такой пример. Почему именно сейчас, да, и сколько это будет длиться? Длится пиковая энергия будет 48 часов с момента солнцестояния. В вашем регионе это будет полдень. Живете вы в Киеве, живете вы в Париже, живете вы в Лос-Анджелесе, у вас будет в полдень эта энергия максимальная. Но вот общий ее фон силы будет 48 часов. Саму же практику санкальпы, которая дает Оля, дальше закладывание, йога-нидра, это прям сильно серьезный инструмент. Его можно и нужно будет выполнять 7 дней подряд. Потому что за один день у вас не получится прям проработать, так четко настроить свое подсознание на свою цель. Этого просто недостаточно. Подсознание такая хитрая штука, его задача все-таки это защитить нас. И когда мы, если бы туда сильно было легко попасть, то он бы со своей задачей просто-напросто не справлялся. Поэтому нужно планомерно и последовательно работать со своим подсознанием. Если вы хотите, чтобы ваша санкальпа начала работать на вас, ваше намерение, вам нужно 7 дней подряд выполнять эту практику йога-нидры. Ну это ты отдельно дашь. Еще раз хотим акцентировать внимание, почему именно сейчас. Даже природа это показывает. Например, киты, они вот делают путь в 8000 километров. Для того, чтобы приплыть в совершенно конкретное время в году, у них есть 4 дня, чтобы наесться планктона на полгода вперед. То есть цикличность у животных прописана в соответствии с макрокосмосом, как работает в пространстве энергии. Мы, люди, так как нам дали эту свободу размышления, мы тратим свое сознание на различные сериалы, на различные бытовые штуки, ублажение себя. И мы потеряли немножко эту связь с космическим ритмом. И именно вот эти
промежутки времени, когда есть, мы 4 их озвучили, равноденствие 2 и солнцестояние 2. Это 2 опорные точки, через которые мы создаем внутренний радостный ритуал. Ибо же ритуал нужен, чтобы достать нас из бытовухи и дать нам соединение с той магией, которую придумал Творец. Воссоединение с Матерью Природой, которая нас поддерживает и по большому счету терпит пока что. Но если мы будем двигаться не против общего потока, а с потоком, очень многое будет становиться спокойным, гармоничным и радующим. И возвращаясь к солнцестоянию, к самому ритуалу полному, вы можете повторять не только йога-нидру в течение 7 дней. Вы можете выполнять весь ритуал, сколько вам угодно, сколько вам хочется, и с осознанием и с целью закрепить изменения в себе. Они будут происходить легче, быстрее и более эффективно проходить. Поэтому вы можете их спокойно выполнять в течение всего лета, сколько угодно раз. И это просто-напросто поможет вам, заложит хорошую основу на следующий период стяжательства тех результатов, которые вы сейчас будете закладывать, которые вам потребуются осенью и зимой. Друзья, надеюсь, у нас получилось объяснить, в чем смысл, как с ним работать и какие плюс-минус результаты вы можете получить. Поэтому присоединяйтесь к нашему стриму на YouTube, или же можно на нашей платформе просто подключиться к тем практикам, которые у нас называются ритуалы в течение года. Мы это все делаем для вас. Стримы мы проводим каждый год, солнцестояние в 12 часов. У вас есть возможность абсолютно бесплатно к ним подключиться и пройти весь этот ритуал вместе с нами. Если вы хотите его повторять, это можно сделать или на нашей обучающей платформе, или стать нашим спонсором на YouTube и также делать сколько угодно. В записи. На этом все. Ждем вас на ритуале. Намасте.